Рада вас приветствовать на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. Сегодня хочу поделиться с вами простыми идеями создания осеннего декора из подручных материалов с применением джута. Видео по созданию нескольких вариантов тыковок, а также этого подноса из джута у меня уже есть на канале. Ссылки на эти мастер-классы можно найти в описании под данным видео. Итак, приступим. В первую очередь дополню свой набор тыковок еще одной. Сегодняшний вариант будет максимально простым и быстрым, так как не всегда хватает времени на вязание или декорирование. Данный вариант будет также из носка, но без шитья. И здесь абсолютно не важно, какую часть вы используете, верхнюю или нижнюю. При желании можно обрезать край. Выворачиваем на изнаночную сторону, аккуратно складываем и завязываем. Обрезаем нить и выворачиваем на лицевую сторону. Далее используем холофайбер или любой другой наполнитель. Наполняем до желаемого объема. Далее я завязываю джутом, оставив свободный конец нити длиною около полуметра. Далее свободным концом нити делаем имитацию рельефа на тыковке. Далее фиксируем нить, завязав узелок. Расправляем по окружности и далее будем выполнять обмотку хвостика. В самом конце аккуратно фиксируем с помощью термоклея или любого другого клея, подходящего для ткани. Следующий вариант декора – это ваза из банки. Выбираем подходящую по форме и размеру. Снимаем все этикетки и обезжириваем поверхность спиртом. Далее нам понадобится джутовый шпагат и крючок.
У меня шпагат трехниточный толщиной 3 мм и крючок номер 4. Далее будем вязать цепочку из воздушных петель. Стараемся петли не сильно вытягивать, чтобы не было больших отверстий. Для банки высотой 17 сантиметров и диаметром 6 сантиметров мне понадобилось около 7,5 метров цепочки из воздушных петель. Также нам понадобится клеевой пистолет и стержень термоклея. Начало цепочки я скручиваю в спираль и склеиваю. Рабочую нить пока не обрезаем, так как в дальнейшем, возможно, необходимо будет увеличивать или уменьшать длину цепочки. Будьте аккуратны при работе с термоклеем, чтобы не обжечься. Начинаем приклеивать с центра донышка. Забыла уточнить, что приклеиваю цепочку к банке я лицевой стороной. Изнаночная сторона рельефная, а лицевая более плоская и ровная, и она лучше прилегает. Намазываю клей небольшими участками и затем плотно прижимаю вязаное полотно. Для этих целей можно использовать крючок. Как видите, задекорировав половину банки, мне пришлось увеличивать длину цепочки. В результате получилась такая ваза в эко-стиле. При необходимости можно срезать лишние ворсинки или обжечь аккуратно огнем. Как вариант можно задекорировать подобным образом, только с помощью джутового каната. Следующий вариант осеннего декора — это желуди с упаковки от Бахил. Смотрятся эти коробочки очень реалистично и подходят как по форме, так и по размеру. Корпус будем обклеивать обычным джутовым шпагатом, крышечки цепочкой из воздушных петель, связанной также из джута. Также можно использовать тонкий шнур или любые другие нитки, подходящие по фактуре и цвету. Для аккуратности прячем кончик нити. В этот раз будем обклеивать от края к центру. Рабочую нить пока не обрезаю. Приклеиваю цепочку к крышечке более плоской лицевой стороной. Изнаночная рельефная сторона остается сверху.
Приклеиваю по спирали. В общей сложности для одной крышечки мне понадобилось около 45 сантиметров цепочки из воздушных петель. Распускаю ненужные петли и оставляю около 5 воздушных петель для формирования кончика. Длина необходимой цепочки может отличаться и зависит от толщины нити, номера крючка, плотности вязания и прочих факторов. Поэтому советую вам завершать вязание и обрезать рабочую нить после полного обклеивания крышечки. Начинаю корпус декорировать с нижней части по спирали. Для удобства эти действия лучше выполнять с уже закрытой крышечкой. Вот такой получается желудь, как по мне, очень реалистично смотрится. Аккуратно проклеиваем нить до конца, чтобы не осталось просветов. Итак, желудь готов, но можно сделать немного другой вариант. Например, саму шляпку задекорировать также, а корпус не обклеивать, а покрасить акриловой краской. Хорошо подойдет оттенок золото или серебро, и такие желуди прекрасно впишутся в новогоднем декоре. В дополнение к желудю предлагаю связать дубовый листик. Для вязания буду использовать двухниточный джутовый шпагат толщиной 2 мм и крючок номер 4. Набираю цепочку из 10 воздушных петель. Еще провязываю одну воздушную петлю подъема. Во вторую петлю от крючка вяжу следующим образом. 3 столбика без накида. Далее 3 полустолбика с накидом. Делаю накид и одним движением провязываю все петли на крючке. После 3 полустолбиков провязываем 3 столбика с одним накидом. Остается одна петля основания, в нее мы для разворота провяжем 6 столбиков с одним накидом. Провязав 6 столбиков, стягиваем отверстие за свободный конец нити. Далее вяжем в обратном порядке. 3 столбика с одним накидом, 3 полустолбика с одним накидом и 3 столбика без накида. Внимательно находим петлю, в которую необходимо провязать первый столбик с одним накидом.
При этом свободный конец нити можно сразу ввязать в изделие. Три столбика с одним накидом провязали, далее следует 3 полустолбика с одним накидом. И завершаем первый ряд 3 столбиками без накида. Я забыла сразу ввязать свободный конец нити, поэтому прячу его под петли по изнаночной стороне. Для вязания хвостика сделаем одну соединительную петлю в центр косички. Далее провяжем 3 воздушные петли. При желании можно сделать хвостик длиннее. Возвращаемся назад с помощью соединительных петель. Для вязания второго ряда делаем накид и в первую петлю провязываем полустолбик с накидом. В следующую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Далее сделаем одну воздушную петлю и провяжем один соединительный столбик в следующую петлю основания. Расправляем вязание и посмотрим. Таким образом у нас получается над первыми 3 столбиками без накида первого ряда мы связали первую арочку второго ряда. Следующую арочку мы свяжем над 3 полустолбиками с одним накидом первого ряда. Вяжем полустолбик с одним накидом и в следующую петлю 3 столбика с одним накидом. Как и при вязании первой арочки, далее делаем одну воздушную петлю и соединительный столбик в следующую петлю основания. Вторая арочка над 3 полустолбиками первого ряда связана. Далее будем вязать третью арочку над 3 столбиками с одним накидом. После вязания третьей арочки будем делать разворот. Итак, над 3 столбиками с одним накидом вяжем третью арочку. Она будет вязаться аналогично второй арочке. Вяжем полустолбик с одним накидом. Далее в следующую петлю 3 столбика с одним накидом. Затем 1 воздушная петля и присоединяем арочку с помощью соединительной петли. На 6 столбиках с одним накидом предыдущего ряда вяжем столбик без накида, 1 полустолбик с одним накидом в следующую петлю и в следующий столбик вяжем 3 столбика с одним накидом. Ровно половину листика во втором ряду мы провязали, следующая половина будет вязаться в зеркальном порядке. В следующую петлю основания вяжем также 3 столбика с одним накидом.
Далее в следующую петлю полустолбик с одним накидом. И столбик без накида. Теперь в обратном порядке будем вязать 3 арочки. Сначала вяжем одну соединительную петлю в следующую петлю основания первого ряда. Далее делаем одну воздушную петлю. Далее 3 столбика с одним накидом. И завершаем вязание арочки полустолбиком с одним накидом. Далее над 3 полустолбиками первого ряда вяжем следующую арочку. В первый из полустолбиков делаем соединительную петлю. Далее одну воздушную петлю. В следующий полустолбик вяжем 3 столбика с одним накидом. Завершаем вязание второй арочки одним полустолбиком с накидом. И в следующие 3 столбика без накида провязываем третью арочку. Вяжем соединительный столбик, 1 воздушная петля. И в следующую петлю основания вяжем 2 столбика с одним накидом. И завершаем вязание полустолбиком с одним накидом. В конце провяжем соединительный столбик. Наш листик практически готов. Расправляем изделие. Далее по центру косички из воздушных петель сделаем тамбурный шов. Вяжем его обычными соединительными петлями. Обрезаем нить и завершаем вязание. Свободный конец нити прячем под петли по изнаночной стороне. Первый листик более ровный, с ним уже проведена влажно-тепловая обработка. Поэтому необходимо также отпарить через ХБ ткань на среднем уровне пара и температуры. В конце видео хочется несколько слов добавить по поводу применения данного декора. Вазу можно использовать как для обычных цветов, сухоцветов, так и для создания осенне-зимних деревьев из обычных веточек, украсив их соответствующей тематике, теми же желудями, листиками или другим вязаным и не только декором. Отдельно желуди с листиками можно использовать для создания гирлянд, настенных панно и даже для украшения елки. Ну а тыковки хороши в качестве фотореквизита или просто будут радовать глаз и поднимать вам настроение. На этом все. Всегда помните о том, что я очень рада вашей обратной связи в комментариях. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых видео.